На сцене Аркадий Волош, сооснователь Яндекса. Глава компании начал выступление с фразы своего партнера и второго сооснователя Сигаловича «Прогресс неостановим». Вещи из прошлого, которые казались удивительными, сегодня обыденность. У всех есть мобильный телефон, все пользуются поиском, не задумываясь, и по сути в кармане сейчас средства управления материальным миром. Нажал на кнопку — приехало такси. Нажал на кнопку — купил какой-то товар. Но люди так не общаются. Люди общаются голосом и не нажимают на кнопки. Так появилась Алиса, голосовой помощник. Волош считает, что это будущее и новое чудо. В скором времени все будут пользоваться голосовыми помощниками так, как будто они существовали всегда. На сцену поднялся Михаил Парахин, директор Яндекса по технологиям, чтобы рассказать о том, как устроена Алиса. Помощник уникален человечностью, с ним можно общаться. Он шутит, точнее она, иногда даже дерзит и бросается остротами. «Алиса, когда ты захватишь мир?» Да хоть завтра. Что происходит внутри помощника за эту секунду, пока вы ждете ответа? Сначала Алиса распознает голос и превращает его в текст. Технология называется SpeechKit. Показали ролик с милой девочкой, которая еще учится говорить, и Алиса ее понимает. Обычный человек слышит порядка 100 миллионов фраз, а в Алисе собрано более миллиарда голосовых сообщений с разными произношениями, разными голосами и акцентами. Как Алиса формирует ответ? После распознавания она проецирует фразу в семантическое пространство широкой размерности. Это сравнили с тем, как человек хочет поставить стол в комнате, выбирая место. Также и Алиса ставит фразу, но вместо комнаты это то самое пространство. Каждая точка — это высказывание, цвета, разные темы. Далее помощник находит нужное место и сравнивает запрос с подходящими ответами. В разное время дня Алиса отвечает всегда по-разному, и предугадать, что она ответит, невозможно. Ответ выбран, его нужно произнести. За это отвечает технология Text-to-Speech. Ответ изначально собирался из слов, поэтому голос был странным. А сейчас он собирается из фонем. Собрали больше миллиона. Стало лучше. На последнем этапе голос решили прогнать через нейросети. В итоге получился практически натуральный голос. Показали диалог, где людям предложили угадать, где человек, а где Алиса. Мнения разделились, но оказалось, что оба варианта — это робот. Конечно же, я вас разыграл. Это Алиса разговаривает сама с собой, обе Алисы. Директор по искусственному интеллекту Яндекса Михаил Беленко на сцене. Пошел рассказ про возможности. Алиса знает карты, заказывает такси, играет в города и многое другое. Она установлена на 53% устройств в России, и в это, честно говоря, слабо верится. 20 миллионов пользователей в месяц. Запросов очень много из совершенно разных категорий. А еще платформа Яндекс.Диалоги — это когда разработчики могут получить доступ к Алисе и наоборот, с сегодняшнего дня официально открыта. Через эту платформу Алису будут обучать сами пользователи, через создание своих ботов, добавление сервисов, которые сразу становятся навыками. На старте несколько тысяч навыков уже доступно в приложениях Яндекса. Можно попросить Рибок помочь с тренировкой, узнать вакансию HeadHunter, учить английский и даже открывать шлагбаумы. Со сцены заказали пиццу из Папы Джонса, и ее принес лично сооснователь ресторанов в России. Он рассказал про возможное будущее. Вы просите Алису заказать пиццу, она уже знает вашу любимую, сама звонит в ресторан, где заказ принимают такие же роботы и отправляют пиццу на беспилотном автомобиле со встроенной печью внутри. Такое, конечно, будет не скоро, но пиццу заказать уже можно. Показали демо, в котором на кассе мелькнул Овечкин. Возвращается на сцену Волош, говорит, что у любого сервиса скоро будет голосовой интерфейс. Алиса есть почти в любом сервисе Яндекса, но скоро она станет еще ближе. Сказал Волош и пригласил на сцену Шиничи Танаку, главу Sony Mobile в России. Он рассказал про наушники Xperia и Adoo, которые стали первыми в мире с поддержкой Алисы. Вот за это приятно. Волош вернулся и анонсировал мультимедийную систему с голосовым помощником Алисой Яндекс.Станция. Колонка создана на 3 столпах: звук, слух и видео. Начнем со звука. По словам компании, он отличный. В станции 3 активных и 2 пассивных твиттера, буфер и диффузор. Устройство выдает 50 Вт звука, поэтому можно устроить целую дискотеку. Алиса может включить музыку, поставить на паузу, перемотать и многое другое. Яндекс.Музыка интегрирован внутрь, а в базе насчитывается около 35 миллионов композиций. Как колонка вас слышит, когда проигрывает музыку? Есть специальная технология Яндекс.I.O, которая помогает отсеивать посторонние звуки. Включили 2 записи без использования и с использованием технологий. В первом случае голос было не разобрать, а во втором все отлично. Станция не отправляет ваш голос на сервер, она делает это только после команды Яндекс или Алиса. Колонка подключается к телевизору через HDMI. Сегодня это единственное устройство в мире, которое подключается к телевизору и не требует никаких дополнительных действий и пультов. Алиса ищет фильмы по всем базам подключенных партнеров-провайдеров, например, Иви, Кинопоиск, Амедиатека, более 10 тысяч фильмов и сериалов. Управление воспроизведением также происходит с помощью голоса. Алисе можно сказать: «Включи что-нибудь
что-нибудь бодрое, или фильм ужасов, или, например, сказку про медвежат, также будильники и многое другое. Все эти команды работают. Яндекс-станция будет стоить 10 тысяч рублей и появится в 3 цветах корпуса: черный и серебристый, а на выбор 3 цвета кожуха: 2 в цвет корпусов, а также фиолетовый, фирменный цвет Алисы. В подарок колонки 2 месяца Иви, 3 месяца медиатеки и 12 месяцев Кинопоиска и Яндекс.Музыки. Первая партия уже готова, точные даты начала продаж не назвали, но обещают этим летом. Под конец анонсировали новый тариф Яндекс Плюс. На него автоматически перейдут все текущие подписчики Яндекс.Музыки, в него входит полный доступ к музыкальной базе, скидки на премиум-классы Яндекс.Такси, специальные тарифы на каршеринг Яндекс.Драйв, дополнительное место на диске, бесплатные фильмы и сериалы на Кинопоиске, и бесплатная доставка в маркетплейсе Беру, который находится пока в бете. Что делать новым подписчикам? Очевидно, подписаться. Яндекс Плюс стоит 169 рублей в месяц, в подарок дадут 3 месяца. В Яндекс-станцию также встроена подписка Яндекс Плюс на целый год. Аркадий Волож завершил выступление той же фразой, с которой начал: «Прогресс неостановим. Скоро Алиса будет везде». Напишите, понравилась ли вам колонка, что вы от нее ждете, да и в целом, как вам успехи Яндекс такие. Welcome в комментарии. И не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться. Прогресс неостановим. Я тоже.